Встречаем на льду участников первой группы. Алиса Блинникова, Алексей Карпов, Санкт-Петербург. Анна Москалева, Артем Радзянов, Санкт-Петербург. Майя Шигай, Андрей Шадырков, Пермский край. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко, Москва. Разрешена разминка. Как весело, обув железным острым ноги, скользить по зеркалу стоячих ровных рек, гласит стихотворение. И ничего приятнее нет фигурного катания в Санкт-Петербурге зимой. Пусть и зимы нет, а фигурное катание есть. Василий Соловьев и Максим Троньков на комментаторской позиции в произвольном катании у спортивных пар. Да, к такому вступлению нечего добавить, только поздороваться еще раз и предвосхитить то, что нас ждет на этом льду, на льду юбилейного. Уже первый комплект медалей разыгран в танцах на льду. И вот сейчас время для спортивных пар. Давайте же познакомимся с теми, кто будет выступать в первой разминке. Василий, тебе слово. Алиса Блинникова, Алексей Карпов откроют эти соревнования. Как сами они себя называют в интервью, молодые и упертые ученики Василия Великова, Людмилы Великовой, хореограф Денис Лунин. Они в прошлом году также участвовали в чемпионате России, но не снискали лавров. Последнее место, к сожалению, тоже заняли, 8-е. Ну, очень мы эту пару поддерживаем. Молодая, симпатичная, и хотелось бы, чтобы как-то они повыше поднялись после произвольной программы. Ну, вот такой у нас, как всегда, немножко иезуитский подход. С одной стороны, хочешь, чтобы кто-то поднялся повыше, с другой стороны, не хочешь, чтобы кто-то опускался пониже. Ну, такой вот, такая дилемма нерешаемая абсолютно перед нами стоит. Анна Москалева, Артем Радзянов, питерские дебютанты, ученики Артура Минчука, Тамары Москвиной. Исполняется 17 лет в понедельник Анне. Девушка очень интересная, рукодельница, учится в 11 классе, планирует поступать в университет Лесговта, где уже, в свою очередь, учится Артем, который родом из Сочи, раньше катался у Федора Климова, увлекается компьютерными играми, любит погулять, поспать, как любой нормальный спортсмен. Очень стойкие ребята. Если даже что-то происходит в программе не то, то они все равно собираются и дальше исполняют. Молодцы, настоящие бойцы. Третьими катаются Майя Шигай, Андрей Шадырков. Майя довольно-таки опытная партнерша, выступала даже на чемпионате России. К сожалению, пока высоких мест не получала. В этом году вместе с Андреем Шадырковым уже вот они на этапах Гран-при были 5-ми, 6-ми. Стараются как-то подобраться повыше. Тренировалась раньше Шигай у Великовых, она же петербурженка, но учится уже и работает в Пермском крае, в Пермском государственном медицинском институте имени Вагнера. Она закончила первый курс и отправилась в академический отпуск, чтобы выступать, тренироваться и выступать дальше. А Андрей, в свою очередь, тоже учится в университете Лесговта. С весны 24 года они катаются вместе. И, конечно, скатаны, и пара очень яркая. Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. А вот эта пара вообще совсем недавно создана. Первые их старты были на этапах Гран-при, 2 пятых места. И возлагали в том числе мы
на них надежды и здесь, что они выстрелят каким-то образом. Но трудно, конечно, через полгода катания вот так вот взять и взлететь выше той позиции, на которой сейчас они находятся. Они на 9-м месте. Ну, сделали кое-какие ошибки, но зато интересный запоминающийся образ. И знаем мы прекрасно, что Валерия из семьи известного фигуриста Дениса Хадыкина, бронзового призера чемпионата Европы. Все это накладывает определенную ответственность, но в то же время приносит поддержку опытного брата. Раньше Даниил выступал с Варварой Черемных, Валерия выступала с Алексеем Белкиным. Ну и желаем им удачи в этом сложнейшем чемпионате и технически, эмоционально. Все-таки мы находимся в колыбели русского фигурного катания, потому что именно здесь, в середине 19 века, все началось в Юсуповском саду, общество любителей бега на коньках. Алексей Лебедев, который тренировал Панина Коломенкина, Коломенкин, в свою очередь, который тренировал Орлова и Аборина, Олла, Цезарь, Чернышова, Гендельсман, у которых в свою очередь Алексей Николаевич Мишин учился у Петра Орлова и Нины Липлинской. Вот вся эта цепочечка, она здесь прослеживается. И сам юбилейный, это прям колыбель, даже вот рядом с нами постоянно сидит президент Федерации Антон Триевич Сихарулидзе. Он вот здесь совсем молодым мальчишкой катался на соседнем тренировочном катке. Причем, что тоже вот приятно, и вот эта большая арена, она же тоже периодически доступна для того, чтобы вот выйти, покататься, почувствовать. Кадры эти документальные всем хорошо известно, как Белоусов и Протопопов ночью здесь тренируются в юбилейном таком сумасшедшем месте. После 16 года его реконструировали. Это, конечно же, стадион высочайшего уровня сейчас. А то, как здесь организован чемпионат России, это просто великолепно. Поэтому Блинникова и Карпов. Парижский вайб дают они в своей произвольной программе под пение Азнавура или Марка. Открывают соревнования. К сожалению, последние они после короткой, такие славные ребята, элегантные, немного потерянные на этом турнире, но пусть найдутся уже. Удачи всей школе Великовых в их лице. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés que je reste perdu ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter et pour le retenir, même le devancer. Je n'ai fait que courir et me suis essoufflé, ignorant le passé, conjuguant au futur. Je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur, j'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
Paris. Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui se solient. Tout ça parce qu'ils s'aiment à Paris. Au printemps, sur les toits, les girouettes tournent au fond, coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête des comme de collégiens. Ils s'en vont en goguette dans Paris. Et la main dans la main, ils vont sans se frapper, regardant en chemin si Paris a changé. C'est parce qu'ils en ont vu trop et qu'ils veulent oublier. Alors ils jettent à l'eau. Mais la Seine, elle préfère voir les jolis bateaux se promener sur elle et au fil de son eau jouer au cabaret. Sur la Seine, les ennuis, il n'y en a pas qu'à Paris, il y en a dans le monde entier, oui, mais dans le monde entier, il n'y a pas partout Paris. Là l'ennui, à Paris, au 14 juillet, à la lueur des lampions, on danse sans arrêt au son de l'accordéon dans les rues. Depuis qu'à Paris on a pris la Bastille, dans tous les faubourgs et à chaque carrefour, il y a des gars et il y a des filles qui sur les pavés sans arrêt nuit et jour font des tours et des tours à Paris. Ну вот, Алиса и Алексей, какие молодцы. Прям, здорово. Макс, а? Да, действительно, сегодня ребята огромные молодцы. Начали турнир спортивных пар с чисто выполненной произвольной программы. Никак не получается две программы откатать у ребят. В этом сезоне короткая была восхитительна на всех турнирах, предшествующих чемпионату России. На чемпионате России совсем ничего не получилось в короткой программе, только последнее место. Но я думаю, что вот этой произвольной ребята дают заявку на то, что подняться в турнирной таблице они могут. Действительно, сегодня произвольная скорее получилась, чем нет. Да, были какие-то пошатывания, какие-то спотыкания в этой программе. Но то, что касается элементов, больше всего за то, что мы переживали у этой пары, здесь, как мне кажется, больше положительных моментов, чем отрицательных. Вот они в Красноярске тоже были вторые в произволе. Ну, как тоже, я имею в виду, тоже очень хорошо исполнили эту программу. То есть мы подмечаем, да, за каждым какие-то позитивные всплески в их сезоне. И за этими ребятами тоже очень пристально следим. Конечно же, и за группой Великовых. И 4-го уровня оценили их подкрутку. И такой темп подкрутка — это один из лучших сумасшедший. элементов этой пары. Она очень такая динамичная, хорошая. И шпагат есть, и ловля. Все присутствует. Комбинация из 3 прыжков, тройной тулуп параллельно и 2 акселя. Причем молодец Алиса, что не отпустила этот элемент, немножко не выкатила ее после 2-го прыжка, но тем не менее бойцовские качества проявила, так же, как и вот на этом Сальхове, на котором, к сожалению, находят все-таки недокрут техническая бригада. Уверенно сделал Леша поддержки. Вот я сейчас его прям похвалить хочу, потому что немножко так я журил эту пару именно за эти элементы, за силовые. Плохо они получались на предыдущих турнирах, не хватало сил ребятам. Сегодня здорово. Сегодня все поддержки 4-го уровня выполнены. И так легко прошли все выбросы, как будто вот вообще нечего делать в этом элементе. Элегантно, четко. Ну и настроение вот это какое-то кокетливое, французское. Они, по-моему, поддерживали. Паша, ты помнишь наш уговор? Какой-то уговор был с Пашей. Ты не в курсе? Что за Паша, что за уговор? Может быть, что-то важное? Я в курсе элементов. И вот видим мы, что получают ребята. Ну
да, там. Нас Ольхові Галка. Шикарная Вина Кэмл опять. Производной программы Алиса Клинникова, Алексей Карпов набирают 118,20. Ну что ж, отличные оценки. Поздравляем. 171,67. Мы не такая, мы вот такая. Короткую чисто катать надо. Надо, Алиса, надо. На лед приглашаются Анна История Москалева, безальтернативной Артем любви Родзянов. Ромео и Джульетты в изложении Анны Москалевой и Артема Родзянова. Ученики Артура Минчука вбирают в себя лучшие питерские традиции, которые бережно передают из поколения в поколение Игорь и Тамара Москвины и их многочисленные успешные в спорте и в жизни ученики.
Ну, обидно. Обидно. У учеников Артура Минчука сегодня далеко не все получилось. Какой-то, может быть, ты знаешь, есть объяснение там, состояния пары или как что дела обстоят вообще в группе у Артура? Я думаю, что у ребят просто только начинается путь во взрослом парном катании. Здесь больше элементов, тяжелее произвольная программа. Ребята растут, меняются. Через это тоже нужно пройти. И сегодня, в принципе, не такая плохая была произвольная программа. То есть, да, там были ошибки, но мы в этом сезоне видели прокаты как хуже, так и лучше у ребят. Поэтому пока они так в поиске стабильного катания. По крайней мере, когда ты тренируешься у Тамары Николаевны Москвиной, у Артура Минчука, уже у заслуженных и перезаслуженных тренеров. Конечно, волшебных слов тренер не знает, но знает то, как научить тебя делать те или иные элементы. А вот дальше, когда ты выходишь на соревнования, здесь все уже зависит от тебя. Стартовый каскад, тройной сальхов и двойной аксель. На нем находят небольшой недокрутик судьи. Подкрутка 3-го уровня. Достойное исполнение. Не самое легкое, но достойно. И вот попытка выполнить параллельный тройной Ридбергер, что очень сложно в парах. К сожалению, не увенчалась успехом. С Ридбергера Анна упала. И что меня лично радует, что сегодня пока очень уверенно исполняются поддержки, потому что в начале сезона на этапах серии Гран-при постоянно были сорваны поддержки у разных пар. И здесь... Ну, там много всего срывали. И Да, Тодосы но сейчас были, как будто вот чемпионат уже... России очень большую работу над собой, над своими элементами ребята проделали, потому что пока вот все справляются. Уже такая была ситуация странная, что уже начали, я слышал, принимать ставки, сколько будет сорвано поддержек на том или ином старте. И ты уже такой думаешь, что происходит с нашим парным катанием. Но видишь, к чемпионату России некоторые прям встрепенулись. И, кстати, я еще хотел сказать, что Артем же самый молодой парник на этом турнире. 19 лет ему, моложе его нет никого. Так что все впереди. Абсолютно точно. За исполнение произвольной программы Анна Москалева, Артем Родзянов набирают 110,27. Они проигрывают Алисе Блинниковой и Алексею Карпову. Очевидно, да, и по произвольной программе, и по сумме двух программ. Желаем удачи. На лед приглашаются Майя Шигай, Андрей Шадырков. Космическая программа Майи Шигай и Андрея Шадыркова. Это на сегодня первая, к сожалению, по списку, а не по результату короткой пара пермской школы Павла Слюсаренко. Мало кто так высоко парит над льдом, как Майя. У них с Андреем еще многое впереди, но нужно торопиться, потому что не только в мире, не только в России, но даже в отдельно взятой школе в Перми конкуренция настолько высокая, что выживут лишь сильнейшие.
Болезненное и опасное падение у Майи Шигай во время исполнения выброса. Ридбергер и, конечно, весь зал ахнул, вздрогнул и стали поддерживать ребят. Еще и Тодос они из-за этого, получается, пропустили. Нет, они не пропустили на самом деле. Ну, фактически. Да, Тодос просто пытаются найти в нем положение партнеров, чтобы хоть что-то засчитать, хоть какой-то уровень поставить. К сожалению, пока это не так. Но что ж, это первый пермский дуэт сегодня из 5, которых аж 5 на этом чемпионате, из одного города, из одной тренерской группы. Мы видим, как заботливо провожает партнершу свою со льда. Партнер, конечно, падение было очень неприятное с выброса. Будет болеть бедро, но без боли не бывает побед. Душа будет болеть. В Пермском крае, конечно, очень сильно развивается это направление. И я вот знаю, что новый каток открыли в Перми, очередной. И туда переехали танцоры. Времени на льду становится все больше. Тренируйся не хочу. Да, и, к сожалению, вот не хватило этой тренировки Майи, чтобы сделать тройной тулуп хотя бы как в короткой программе. Сегодня, к сожалению, бабочка, так называемая, одинарный только. Подкрутка очень хорошего качества. Да, пока уровень 3, но тем не менее. Итак, 2 двойных акселя в каскаде с тулупом. Я думаю, что недокрут, конечно же, найдут на втором акселе у партнерши. Это видно невооруженным глазом. Выброс флип шикарно. Хорошее, четкое приземление. Это как раз тот элемент, что не получился в короткой программе у Майи. Здесь аплодисменты. И вот оно, это падение. Даже чуть второе падение не случилось после него. И неприятно видеть, как девчонки так бьются о лед. Ну, с поддержками проблем не было. Все уровни 4, все положения выверены, сложны. А какое техническое объяснение падению с выброса у тебя есть? Мне кажется, с этого ракурса сложно сказать, но мне кажется, немножко не дошла до ноги партнерши, впереди осталась, поэтому, когда приземлилась еще на жесткую ногу, уже в конце программы ножки подсаживаются, надо очень следить за коленом, как оно работает на приземлениях. У Майи же такие приземления почти в прямую ногу, очень четкую, и когда вот немножко не доходишь ты до ноги, то есть не ровно летишь, а чуть-чуть вперед наклон, тогда конек слетает и происходит вот такое падение. Это мое предположение. Похоже на правду. Мы действительно сидим прям в торце и не видели ее наклон во время исполнения этого элемента. Они последние пока что. На лед приглашаются Валерия Хадыкина, Даниил Бутенко. Для дебютного Москва. совместного сезона пара выбрала классику в современной обработке, чтобы показать чистоту линий и скатанность. Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко. Несмотря на малый опыт совместных выступлений, они рискуют, исполняя сложные, редкие для парного катания каскад, тройной Ридбергер, Ойлер, тройной Сальхов. И это выделяет их среди конкурентов. Обидно, что 9-й после короткой, но есть шанс проявить себя сегодня без оглядки на вчера.
Что же, очень-очень симпатичная пара и неплохое выступление. Валерий Хадыкин и Данила Бутенко. Неплохое, да шикарный прости, прокат для дебютного плохое слово, чемпионата неплохое. России. Шикарное, да. Для новой пары полгода вместе, и уже такой прокат, чистая программа, причем довольно сложная и по набору элементов. Даниил Бутенко. Классно сегодня ребята катались, абсолютно справились, наконец-то, и с произвольной программой. То есть, если о их короткой программе уже многие говорят, потому что просто образы классные и классно поставленная программа, то произвольная пока не получалось на турнирах. Что-нибудь да вылетало, а тут все прекрасно. И на разминке мучилась с выбросом Ридбергером Валерия, но поборолась на старте и уже почти под конец программы спасла этот элемент и для себя, и для своего партнера, и, конечно же, тренер Виктория Шляхова, хореограф Людмила Алексеевна. Все довольны, и все встречают, все радуются. Красавцы. Подкрутка, 3-й уровень, очень легко. Стартовый элемент с хорошим выездом на хорошей скорости. Тройной Ридбергер, Ойлер, тройной Сальхов. Находят недокруты даже на Ойлере судьи. Но, тем не менее, сделано. На каждом из прыжков был небольшой недокрут. И вот тот самый выброс, о котором я говорил ранее. Да, с касанием льда рукой получат небольшой минус от судей, но тем не менее сделано. На разминке совсем было печально. Поэтому мы и говорим, что не так важна разминка. Главное на старте выйти и выдать максимум. И сегодня, как мне кажется, к своему максимуму Валерия Хадыкина и Даниил Бутенко были близки. По крайней мере, вот этот Тодос, что на наших экранах, наивысший 4-й уровень получает и надбавку от судей. Так же, как и вращения совместные, выход из которого мы только что увидели. Да, порой Тодос 4-го уровня — это редкость, да, на турнирах. Да, но этот Тодос На не наших. самый дорогой, это самый простой из Тодосов. Тодос вперед, вперед внутрь. И он, наверное, самый простой для обучения. С него начинают учить Тодосом. Но, тем не менее, 4-й уровень, хороший Джоуи. Хорошая Тоже практика стратегия. работы на 4-й уровень, чтобы потом не упускать ни темп, ни все черты сложности. 116 баллов они набирают, это чуть поменьше, чем у Блинникова и Карпова, но по сумме двух программ они опережают их и лидируют на данный момент. Поздравляем Викторию Шляхову и группу Нины Мозер. Встречаем на льду участников второй группы. Вероника Меренкова, Даниил Галимов, Краснодарский край. Таисия Щербинина, Артем Петров, Пермский край. Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев, Москва. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Разрешена разминка. Первая группа участников в произвольной программе в спортивных парах чемпионата России по фигурному катанию откаталась. И у нас уже вторая группа. Следующие 4 пары замечательные, которые повышают уровень, накал страстей и, конечно же, технического
совершенства и подготовки к этому чемпионату. Здесь тоже есть дебютанты, безусловно, но здесь и есть опытные спортсмены. Первыми будут кататься Вероника Меренкова, Даниль Галимов. Они тренируются у Федора Климова, который, кстати, тоже родом из Санкт-Петербурга. Но сейчас работает в местечке потеплее, где не удивляются отсутствию зимы, а просто радуются этому, а не так, как в Санкт-Петербурге. Вместе с Софьей Евдокимовой и Ксенией Ахантьевой работает Федор Климов, в том числе и с этой парой. Вообще-то родом Вероника из Норильска, Даниль из Казани, но вот теперь воссоединились именно в этой точке. География и судьбы, конечно, причудливы в этой истории. Приветствуем Федора Климова. Вслед за ними выйдут на лед Таисия Щербинина, Артем Петров. Это еще одна пара Павла Слюсаренко и Егора Закроева из Перми. Вторыми были в Красноярске. Это был такой яркий всплеск у них в этом сезоне, когда они за Байковой и Козловским получили серебряные медали. Да, конечно, был отрыв. Но, тем не менее, в Омске тоже могли подняться повыше. Если бы не короткая программа, они вторыми были по произвольной. Недавние серебряные призеры первенства России среди юниоров. Вслед за Таисией и Артемом на льду окажутся Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Тренируются у чемпионов мира и Европы Алексея Тихонова, Марии Петровой, которые в этом году усилились ради интересных хореографий, интересных решений. Поработали с Албеной Денковой, Максимом Стависским. И вот эта произвольная программа, конечно, максимально творческая. Все принимали участие в ее создании, можно сказать. В прошлом году Мухартов и Евгеньев были четвертыми на чемпионате России. Тяжело пробиться на пьедестал. Ну и в этом году, что называется, проще тоже не будет. Мария, Алексей, приветствуем этих элегантных красавцев. Ну и даже на этапах серии Гран-при Анастасии и Дмитрию, конечно, приходилось бодаться очень сильно и за первое место с Осокиной, Грицаенко в Магнитогорске, и за третье место, когда невозможно было вклиниться в борьбу Чекмаревой, Янченкова и Мишиной, Галямова. А здесь чемпионат России, здесь концентрированная борьба и количество участников мощных. Правда, отрыв небольшой позволяет по-разному, да, исход предполагать. Но, тем не менее, Юлия Артемьева, Алексей Брюханов будут кататься в завершении этой группы. Павел Слюсаренко, Егор Закроев на ваших экранах, Татьяна Тудвасева. Эти ребята родились, она в Казани, а он в Санкт-Петербурге, но работает в Перми. Известна эта пара своим владением четверным подкрутом. А будут вот они сегодня четверной исполнять подкрут? Максим, ты что думаешь? В протоколе нет четверного, значит, не будут. А то вот вчера Я тоже... думаю, что нет, потому что овчилка выделки не стоит рисковать, терять уровень на четверном подкруте. Если у тебя четвертого уровня или там третьего уровня с хорошими GOE подкрут, то четверной вообще нет смысла делать. Во-первых, тяжело, трудоемко, еще и сил занимает столько, а от судей ты практически ничего за это не получаешь. Расчет понятен. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов хорошо разогнались на этапах серии Гран-при. Были 2 раза бронзовыми призерами. Причем оба раза, как я помню, они были в произвольной вторыми. То есть их произвольная программа – это такое надежное оружие. Посмотрим, как оно сработает сегодня.
Как вообще обстановка вот именно вокруг пары Артемьева-Брюханов? Я слышал, что в начале сезона были у них проблемы со здоровьем. Все в порядке? Это все... Прошлый сезон ребята пропустили полностью из-за недопуска именно по здоровью. Лечились, восстанавливались, вышли, действительно, да, завоевали медаль на этапе Гран-при. И в целом короткая программа была позавчера здорово скатана, но была курьезная ошибка, падение Леши просто на ровном месте. И, к сожалению, борьба за сильнейшую разминку здесь закончилась для ребят. Вот. Но, тем не менее, претензия подняться в турнирной таблице в любом случае у них есть. У них прекрасная произвольная программа. Давайте дождемся. А пока смотрим на юных дарований. Для исполнения произвольной программы на лед приглашаются Вероника Миленкова, Даниил Галимов. Аха и Крис Айзек в произвольной программе Вероники Миренковой и Даниила Галимова. И это не ностальгия, какой там, это современный искусный омаж, кивок тренерам родом из 90-х, дань уважения нашим чувствам. Хорошая все-таки пошла молодежь, хорошая. Кстати, прыгают Ридбергер в своей произвольной.
Я хочу сказать, что публика в Питере замечательная. Вот очень хорошо и тепло поддерживают ребят в этой тяжелой ситуации. Визжат, кричат с трибун, хлопают. И, конечно, ребятам нужна, безусловно, поддержка. Правда, я, опять же, не понимаю, что, собственно, происходит с парой. Ну, не знаю. Казалось бы, когда ты так начал на своем первом чемпионате России произвольную программу, все так чисто, все хорошо получается, где-то в середине программы вдруг задергались, неожиданное падение после выполнения поддержки случилось, причем очень обидно, потому что это было с выезда из элемента, то есть это падение с элемента практически. Именно. И здесь потеряют они, конечно, очень много баллов. И выброс не удалось тоже выполнить во второй половине. На вращении поспотыкались. Все это мы обсудим на повторах. Я уверен, что мы это увидим. Но были и позитивные моменты. Вообще, эта пара очень хорошо себя в этом сезоне зарекомендовала. Но, конечно, эту произвольную программу зачет им нельзя занести. Сейчас только анализ от Федора Климова. Он вдумчивый парень, разберется, знает, что ему делать. Это же не технически, наверное, проблема, Стартовый, а больше Ридбергер. психологические. Уверенно выполнили ребята, хотя, видимо, за расстояние друг от друга судьи немножечко им вычли. Тройная подкрутка была здорово выполнена, третий уровень. Вот и выброс флип тоже даже увереннее, чем в короткой. Тройной сальхов, двойной аксель. И на последнем из акселей, вот на этом, находят четверть оборота недокрута у партнерши. Отмечается это тоже в протоколе. Да и в первом акселе тоже маленький недокрутик находят. Вот она. Ошибка, которая развалила вторую часть произвольной программы у ребят. Так и не смогли они отделаться от этого волнения. И вот здесь мы видим выход из поддержки. Смазан. И вот этот выброс немножко на прямую ногу приземлилась. Вероника не самортизировала приземление и упала. А вот из этой злополучной поддержки, с которой они упали, этот так вот партнер, получается, неаккуратно партнершу поставил? Честно или говоря, как? всегда Или в тут... поддержках виноват партнер. То есть, если что-то случается, так уж заведено. Это наш элемент, наш силовой. И, конечно, можно помягче было опустить партнершу, где-то смягчить. Всегда можно сделать лучше, всегда. Для своей партнерши более удобно. Поэтому не будем строго судить. Первый чемпионат. Ребята классные, с классными элементами. Чем хвастается? Коньками новыми? Или чем? Я тоже не в курсе. 29 балла. Сумма за две программы. Проигрывают они 27 Валерии Хадыкиной и Даниилу Бутенко. Второе место. Примерно 2 балла. И на втором месте на данный момент. На лед приглашаются Таисия Щербинина, Артем Петров. Серебряные призеры прошлогоднего первенства среди юниоров. Серебряные призеры турнира в Красноярске вслед за Байкой и Козловым. Пермские спортсмены. Да, снова пермские. Таисия Щербинина и Артем Петров. Микронное отставание от Мухартовой Евгеньевой и Артемьевой Брюханова. Они все как будто делят пятую позицию на данный момент, потому что разница всего 0,2.
Ну, такое вот у нас сегодня соревнование непростое. А ты Да, думал, сложно, как будет? сложно нашим дебютантам, нашим вчерашним юниорам. Конечно, хочется во взрослую сборную, когда здесь такая борьба за вот эти, за 5-е, 6-е, 4-е место. Они тоже важны, ведь это тоже состав сборной команды России. И, конечно же, здесь нервы в первую очередь, наверное, играют. Были в этой программе как шикарные элементы, так и совсем не получившиеся, совсем сорванные. И обидно. И ребята понимают, где они не доработали. Где-то вообще попросту растерялись, потому что я даже на реакцию тренеров посмотрел, которые не поняли, почему ко второму тройному прыжку ребята не стали добавлять каскад. Ведь это столько баллов, потеря стольких баллов. Да, это молодость и неопытность, когда не успели об этом подумать. Я думал, она прикрепила к этому Сальхову. Вот объяснение. Он говорит, что я думал, что Тася прикрутила аксель к Сальхову. Он не видел, он сам практически за лед вылетел после Сальхова, поэтому не видел, что было, Так, и не стал делать каскад. А если бы она в тот момент, когда он лежал на льду, она бы сделала двойной аксель? То все, спот был бы занят, и нельзя было бы повторять. Вот мы Несмотря смотрим, на то, что он смотрим ничего на не Сальхов. делал, да? Здесь должен был быть каскад Сальхов и 2 двойных акселя, но мы видим, что Артем решил выйти за пределы площадки. Ну да, видишь, он повернулся в тот момент, когда она Кстати, как опасно, раз так как можно и будто бы вылететь. на выезде была. А тулуп был шикарно выполнен, но почему-то не стали ребята добавлять аксель. Не были к Надо этому было быстро готовы. переговориться, наверное, или так не Ну, получается. сложно. Это все на опыте делается. У ребят опыт только набирается. Опять же, поддержки, да, все хорошо. 4-й уровень, без вопросов. И вот выброс флип, который, если Таисия делает, то это прям шедевр. В учебники можно отправлять с таким длинным выездом. То Не здесь сегодня. совсем не получилось, да. 2 падения в этой программе. А что насчет подкрута? Ты что-то не увидел черт сложности в первом элементе, или увидел? Ну, дело в том, что ловля была такая, как будто бы с касанием партнера, и обычно теряют на этом уровень пары, но, может быть, у них 4-го уровня должна была быть подкрутка, и как раз вот этого не хватило, чтобы 4-й уровень получить. То есть я увидел, да, эту ошибку. Немножко волнительно было, как мне кажется, в первую очередь Артему, потому что так подрагивал он, и подкрутка не так уверенно была, и Сальхов не получился. Потом вкатался. 116. Ну что ж, они по произвольной программе уступают Блинникову и Карпову, причем до сих пор лидеры по произвольной у нас Алиса Блинникова и Алексей Карпов, но по сумме 2 программ впереди. На лед приглашаются Анастасия Мухартова, Дмитрий Евгеньев. Москва. Произвольную программу на чемпионате России готовятся исполнить Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Их программа посвящена жизни и творчеству Винсента Ван Гога. Музыкальная тема развивается от спокойного повествования к мощной кульминации, символизирующей творческое безумие и гениальность художника. Репродукция «Звездной ночи» на их костюмах – это творение еще одного художника, модельера Дарьи Даниловой. Очень все концептуальненько, но мы желаем прежде всего чистого проката.
Волнующий прокат, волнующий своей, своей дрожью в элементах. И, конечно, Ну, как будто в этой группе вообще случился нерв какой-то... на нерве, да, какой-то коллапс просто буквально, потому что прокат за прокатом выстраданные произвольные программы. И Да, здесь не выстраданные. исключение. Слово такое очень подходящее. Официальный партнер Федерации фигурного катания России на коньках Т-Банк восхищается своими клиентами и всеми участниками соревнований. Всем, кто проявил себя на этом льду, Т-Банк желает не останавливаться на достигнутом и двигаться только вперед. Сдерживают тренеры. Говорят, ну, поборолась. Ну, борьба была. Но в чем суть этой борьбы? Как считаешь? Ну, в чем суть? Прежде всего, конечно, у ребят не самые амплитудные элементы, то есть их нужно всегда делать очень выверенно. То есть мы видели, да, подкрут не такой, как мы видим у других пар, высокий, но тем не менее третий уровень за него ребята получают и начинают дальше двигаться по своей программе вот этими маленькими такими шажками. А нужно ехать широко, как они умеют, как они это делают в короткой программе. Не нужно экономиться, и тогда, я думаю, гораздо проще будет протекать произвольная программа. Немножко крадучее было сегодня катание, к сожалению, у Насти и Димы. Тем не менее, были и хорошие элементы. С выбросами ребята справились. И Сальхов, и Ридбергер. Но здесь на две ноги, конечно, он был выполнен. Но так как в этой разминке мы скорее говорим, кто меньше наваляет, то этот прокат можно даже и чистым назвать. Но пока что даже не в этой разминке, а, по-моему, уже даже в двух. Учитывая то, что у нас по технике, я вижу оценку техническую, и сейчас тоже зрители ее увидят, по-прежнему впереди Блинникова и Карпов. Которые открывали Роман соревнования Алексеев. спортивных пар. Спасибо за поддержку вашу, друзья. Спасибо всем. Спасибо. Мама, бабушка, Лилия Николаевна, Сергей Валентинович. Такое Мария, довольно-таки Алексей. страдальческое сообщение. Есть драматизм в этом сообщении присутствует. Да, по сумме компонентов и техники впереди сейчас оказывается Анастасия Мухартова и Дмитрий Евгеньев. Но, еще раз говорю, по технике Алиса Блинникова и Алексей Карпов остаются по-прежнему впереди. Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, Пермский край. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов накануне совершили очень неожиданное падение в дорожке шагов. Штраф за баллы, потеря в элементе, потеря в мастерстве катания. И вот они уже пятые, хотя могли быть с таким же успехом и на третьей позиции. Но отрыв небольшой. Вы видите, что происходит с остальными. Счет идет на сотые, важна каждая деталь. Произвольная у них очень нежная, но внутри стальной стержень.
Красивая пара. Стильная такая, элегантная программа. Моя любимая, вот, честно говоря, в этом сезоне произвольная у спортивных пар. Да, очень нравится мне эта постановка. И как подходит эта программа ребятам. И Юля такая взрослая за этот год стала, такая нежная, прям абсолютно новый человек. Открытие для меня, что так может она женственно кататься. Мне очень понравилось. Просто распустилась вот из девочки в такую девушку уже осознанную, красивую, понимающую, куда ведет ее партнер. И Леша такой настоящий петербургский культурный парень. Культурно ведет свою партнершу, культурно катается. И Юля под стать ему. Молодцы ребята. Да, будут сейчас судьи искать неполадки, скажем так, в этой произвольной программе технические. Они были, но они были очень и очень маленькие, очень-очень точечные. Где-то недокрутие, где-то нечеткое исполнение. Но в целом, конечно, ребята молодцы. Старательное было сегодня катание. Вот так я его назову. Старательное. Правильно сделал. Молодец. Поддерживаю. А что он говорит, правильно сделал? Что он правильно сделал? Правильно сделал, что Занялся встал фигурным в пару катанием. с Юлией Артемьевой, приехал в Пермь и стал художником льда. Правда. Итак, смотрим. Стартовый каскад. Тройной сальхов, одинарный аксель параллельный и двойной аксель. Так и было запланировано. Но на акселе находят небольшой недокрутик. Подкрутка третьего уровня легко и непринужденно. И вот здесь на тулупе Юля, конечно, толчок соскочил. Но тем не менее, пусть с недокрутом в четверть оборота, но победила она этот элемент. Конечно, Вот этот выброс. да, выброс чуть-чуть с касанием, но тем не менее просто на разминке то, что не попало, может быть, в трансляцию, Юля упала с этого выброса и прямо в борт ударилась очень сильно о борт. И, конечно, Да. здесь страховалась. Страшно просто, наверное, даже было на него ехать. И Ридбергер выброс уже был здорово сделан на мягком колене, с красивым выездом. И на диком ходу просто. Классная танцевальная поддержка, вот это их, один из их коронных элементов, очень красиво делают. Посмотрите, как. Ну не только же танцорам у парников элементы Да, написали не вытаскивать. только письма друг другу, но и целую историю на льду, история своего чемпионата России, к которому они так долго шли, пропустив предыдущий сезон целиком. И вот так вернулись и довольные сидят в Киссинг-Край. А мы довольны, что ребята довольны. Да, это судьбы, за которыми мы пристально следим. И, конечно же, у всего есть свои какие-то первопричины. Если минус на 72. С трепетом смотрят на оценки, анализируют. За исполнение произвольной программы Юлия Артемьева, Алексей Брюханов набирают 131,1. Юлия Артемьева и Алексей Брюханов первые, кто по технике наконец-то обошли Алису Блинникову и Алексея Карпова. Поздравляем их, они на Первый, кто вершине. за 200 баллов набрал. И первый, кто набрал, ну, мое замечание было ироничным, а за 200 баллов уже это серьезно. Затем соревнования. Заливка льда и перерыв на стадионе, а в Киссинг-Край студия в рабочем режиме. И давайте же проанализируем, что произошло сейчас на наших глазах. Несколько пар уже выступили, были и взлеты, и падения. Но в любом случае это чемпионат России. Наблюдать за этим, конечно же, чрезвычайно интересно, особенно зная, что с ребятами происходит в глубине души. Мы сейчас находимся с Юлией Артемьевой и Алексеем Брюхановым. Почему? Да все просто, потому что вот они лидеры на данный момент. Слушайте, насколько интересен мир парного катания. И по горячим следам сразу же, как, что происходило, мы видели прекрасно. Но хотелось бы узнать именно мнение от проката, от главных героев. В целом элементы все получились. Некоторые немножко не на такой плюс Джоуи, который хотелось бы. Но мы, безусловно, довольны тем прокатом, который получился сегодня в Дворце спорта «Юбилейный». И все равно мы будем знать, над чем работать, чтобы улучшать и в дальнейших
соревнованиях этого больше не появлялось. Давай так, уходим, Юлечка, Лех, уходим от раздумий здесь и сейчас. Не говорим головой, говорим сердцем. Новый год впереди, совсем скоро уже. Сезон закончился. Сложный сезон был, да, Жень, прошлый. Вы пропустили огромную часть. Давай не об этих, не Подарок о удалось Тодосах. самим себе сделать новогодний этим прокатом, этим чемпионатом России? Ну, мы рады, что мы показали на главном старте свой бест за этот сезон. Я считаю, что мы откатались вполне достойно. Да, я доволен зрителями, поддержкой зрителей, доволен Юлей. Она, надеюсь, довольна мной. Очень. В общем, мы в положительных эмоциях находимся от проката. Насколько сложно было возвращаться после травмы? Вы пропустили много времени, были без стартов. Все равно вот эта вот соревновательная практика, она теряется. А здесь чемпионат России, еще такой крупный старт, еще и в Санкт-Петербурге, в таком крупном городе. Насколько нервно было вообще выходить на этот турнир? И вот расскажите немного про вашу подготовку. Можно я расскажу? Давай. Из таких тяжелых моментов подготовки это было скорее отсутствие летних сборов полностью. То есть всю физическую выносливость пришлось пришлось нарабатывать непосредственно уже вместе с техникой. То есть не было, как это обычно бывает, разделение летом только физическое, потом начинается потихоньку техническое. Все и сразу пришлось делать, да? Получилось все и сразу. А насчет эмоционального составляющего, мы уже успели проехать 3 соревнования вот до чемпионата России. Нам этого хватило, и мы заметили с каждым стартом внутреннее улучшение, то есть подхода к соревнованию, в плане эмоций и внутреннего какого-то равновесия. И поэтому, я надеюсь, Юля согласится. Я соглашусь с этим. Да. В течение сезона на каких соревнованиях мы еще вас сможем увидеть? Прорекламируйте немного свое участие. Финал Гран-при, разумеется. А так, честно сказать, мы еще и сами не знаем. А были ли приглашения, например, на Кубок Первого канала, на прыжковый турнир, русский вызов? Не Впереди было так такого. много всего интересного. Собственно, я сейчас подвожу вашу голову к тому, что, да, действительно, мы пропускаем, мы делаем эти шажочки назад для того, чтобы потом, сконцентрировав все в нужный момент, как раз и выдать. Да, возможно, сегодня были шероховатости, но это уже, как говорится, это в прошлом. Сейчас вы вроде бы со здоровьем все в порядке, правильно, Жень? Да, все хорошо. И пожелать нужно, Жень, им что-то хорошего, позитивного здоровья. Приветы передавайте, родители. И поздравьте Да, я обязательно передаю с Новым годом всех. Передаю привет родителям. Они сейчас сидят где-то в зале. Болели за нас. Я вот после соревнований с ними увижусь. А так, конечно, всех поздравляем с наступающим Новым годом. Я посмотрел в календарь, оказывается, он уже довольно близко. 12 дней осталось. Да, как-то в моменте подготовки к соревнованиям вообще вылетели даты из головы. Была только сосредоточенность на элементах и тренировках. Поэтому Юля я тоже просто поздравляет. Хочу поздравить всех с Новым годом. И Всем мы вас пожелать поздравляем. здоровья. Отдыхайте, Да. восстанавливайтесь, празднуйте, кушайте хорошо. Ждем вас уже в следующем году. Ну и без дополнительных приключений ждем прямо вот с первого же турнира на следующий сезон. И от меня, пожалуйста, по секундчике. В Перми, по секундчике от меня, парочку. С Новым годом, друзья. Отдыхайте. Взаимно, спасибо. Ну а к Спасибо. нам в студию присоединяется Максим Троньков, который поделится своими эмоциями. Обязательно вот он к нам уже подбегает. уже Он сидел стремится. все это время на комментаторской позиции, и у него точно есть свои комментарии. Он точно может поделиться с нами чем-то интересным. Как это Максим. было? Рассказывай быстро, по горячим следам. Ну, Кто как это удивил, кто нет? было? Дайте знать. Прежде всего хочу Топ-3. поздравить и Юлию Артемьеву и Лешу Брюханова, потому что
наконец-то они смогли побороть эту произвольную программу. Да, с недочетами, с недокрутами, еще с чем-то, но без серьезных каких-то срывов. И это лучшая для меня произвольная программа этого сезона. Мне прям очень нравится эта постановка. Такая в нашем как будто бы стане ОСЖ стиле, где есть история, которую ты рассказываешь, наслаждаешься, купаешься друг в друге. И все это в этой программе есть. Ну, как Поэтому будто бы отмечу, всё наверное, сложилось. только этих ребят. Все сложилось как будто бы только у этой пары. У всех остальных, вот все там, кто-то плакал, кто-то был сильно расстроен, кто-то злился. Вот все просто валилось из рук. Почему так? Что происходило вообще с ребятами в этой разминке? Но дело в том, что в этой разминке было сразу же два дебютанта чемпионата России. То есть ребята так близко почувствовали вот эту сборную, что можно где-то вот в эту шестерку попасть и стать членом сборной команды России уже взрослой после юниорского возраста. И, конечно, может быть, это сыграло роль. Нерв все-таки, как проходит этот чемпионат. Полные трибуны юбилейного. Невероятной красоты арена. Для неопытных спортсменов, наверное, все-таки это волнительно, это давит. И я думаю, что только на нервы можно списать. Уж такие техничные ребята, как из Перми, Таисия Щербинина, Артем Петров. И столько ошибок. Ну, для меня, честно говоря, неожиданность. Ну хорошо, до этого выступали дебютанты. Следующая разминка наполнена, ну, мега-профессионалами. И, конечно, твои ожидания от того, что будет происходить здесь. Самые опытные спортсмены собраны, в принципе, вот в этой разминке в сильнейшей, потому что там не только вот чемпионы России, призеры чемпионатов России, но еще и Осокин и Грицаенко, которые тоже очень и очень опытный дуэт и умеют кататься здорово, делают все элементы. Тем более, что сейчас они находятся на третьей строчке. Я думаю, что ребята хотят ее за собой сохранить. И вот здесь тоже будет ли вот этот нерв, вот этот подиум под ногами, который ты уже чувствуешь, не выбьет ли он этот лед из-под ног у ребят, я не знаю. Будет интересно очень посмотреть за этой интригой. Плюс прекрасная тренировка Байкова и Козловского с четверными выбросами сегодня. Очень вдумчиво. Вообще они здесь короли тренировок. То есть и перед короткой очень классно тренировались. И после произвольной, и перед произвольной, конечно, тоже тренировку в актив им можно и нужно заносить. Но вот как то будет на соревнованиях? Мне кажется, это какая-то борьба нервов, а не парное катание. Но мы увидим уже совсем скоро, буквально через пару минут на лед выйдет сильнейшая разминка. Не переключайтесь, смотрите фигурное катание на Первом. Встречаем на льду участников третьей группы. Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков, Пермский край. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко, Пермский край, Республика Татарстан. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Анастасия Мишина, Александр Галямов, Санкт-Петербург. Разрешена разминка. Заключительная разминка начинается на чемпионате России по фигурному катанию в произвольной программе у спортивных пар. Здесь спортсмены высочайшего уровня мастерства и характера. Просто так в финальную разминку чемпионата России, безусловно, не попадают. На это должны быть свои весомые причины. А потому каждому из присутствующих здесь сейчас на льду особое отношение. Да, скорее всего, мы предполагали перед началом этого турнира, что расположение пар будет немного иным, но, учитывая то, что отрыв у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова от Елизаветы Осокиной и Артема Грицаенко вообще микронный, всего лишь 0,8. И то, как остальные пары расположились после коротких программ вплоть до 7-го места с малым отрывом, конечно же, там могло быть все, что угодно. Получилось вот так. И важно не места, конечно же, важны баллы. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков будут кататься первыми.
их срыв элемента накануне был максимально неожиданным событием для этой великолепной, надежной пары. Лучшей в пермской школе. Весь тренерский штаб, который находится на ваших экранах, и работы в Перми, конечно же, выше крыши. Еще одни пермские спортсмены: Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Но они вчера очень красиво, конечно, катались. Это была замечательная короткая программа. Не в первый раз в сезоне они таким образом ее исполняют. Не в первый раз в сезоне они хорошо ее катают. Но таким образом, как вчера, наверное, впервые они откатали максимально красиво, элегантно, технично. И теперь вот они третьи после короткой программы. Александра Байкова, Дмитрий Козловский на ваших экранах. Весь нынешний сезон проходил под эгидой борьбы этих спортсменов с Анастасией Мишиной и Александром Галямовым. И с одной стороны, нельзя не принять во внимание, что Мишина и Галямов очень медленно входили в этот сезон по всем понятным причинам, связанным с травмой в начале этого года. Ну и с другой стороны, то, как сами Александра и Дмитрий ринулись в эту борьбу, как много они поставили на кон, как они стремились к техническому совершенству вот вместе с этим тренером замечательным Станиславом Морозовым и всей группой Хрустального, который стоит и поддерживает его за спиной. Конечно, мало кто бы вообще устоял перед их напором, перед напором Байковой и Козловского в этом сезоне. Но очные встречи на этапах Гран-при — это, конечно же, был разогрев. И основная встреча, она сейчас. И тут уже никаких не может быть ни оправданий, ни физических, ни психологических, никаких. Здесь есть чемпион и есть тот, кто занял какое-то другое место. Тренерский штаб Тамары Москвиной на ваших экранах. Тамара Николаевна, главный тренер школы Москвиной и главный тренер Мишиной и Галямова. Трехкратных чемпионов России, чемпионов мира, Европы. И все это время долгое вот они соревновались друг с другом. По-разному складывались разные соревнования. Конечно, в них вклинивались другие люди тоже. Тарасов, Морозов, китайцы. Но, тем не менее, мы провели несколько лет вот такой эпохи сражений между Байковой, Козловским и Мишиной, Галямовым. Что тут на разминке-то, Максим? Да вот внимательно сижу, смотрю, даже не перебиваю тебя, потому что, ну, в целом пары очень уверенно себя чувствуют на разминке. Может быть, за исключением Кати Чекмаревой, которая тоже так на только залитый лед с выброса упала и вся сейчас мокрая будет кататься. Но ничего, мы, фигуристы, к этому привыкли. Александр с Дмитрием пробовали выброс? Да, пробовали. Степ-аут был выполнен элемент. На одну ногу сделано не было. Но, может быть, оставили такую возможность на прокат. А бывает такое, что в каком-то ослабленном режиме вот напрыгивают вот такие сложные оборотистые, ну, здесь главное почувствовать. элементы. Если Саша элемент почувствовала, там и выезд не получился, то и повторять его не стоит. То есть она уже большой спортсмен, который знает, как разминаться и что ей делать. Ну а разминка тем временем завершена. Закончилась разминка. Все уверен.
Для исполнения производной программы на лед приглашаются Красавцы, ребята. Екатерина Чекмарева, На 4-м месте они после короткой программы. Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков. И все это неожиданно, ведь эта амбициозная пара была готова бороться даже за победу. Упали с выброса. Бывает такое даже в Перми, пусть и редко. Произвольная их поставлена в стиле мрачной эпики, как бы подчеркивая драматизм текущей ситуации. Полный зал Дворца спорта «Юбилейный» аплодирует этой
паре практически все их катание. Играет музыка, не играет, в ритм, не в ритм. Просто уже люди в трансе находятся, аплодируют и аплодируют. Настолько они любят эту пару пермскую, настолько они ее поддерживают. Сейчас скандируют «молодцы». Потрясающее отношение к фигуристам. Здесь сколько баннеров, сколько подарков. И, конечно же, Екатерина Чекмарева, Матвей Янченков. Потрясающее катание. Здорово, это было действительно здорово, так как они умеют. Какая же классная пара в Перми существует. И несмотря на все сложности, которые их преследуют, дарит такое катание зрителю. Действительно, очень и очень классно. Я теряюсь даже в комплиментах, потому что Мотя с Катей умеют кататься как никто другой. Есть в них какая-то химия. Перед началом проката тренеры говорили: просто сделайте то, что вы умеете. Просто сделайте свое. Вот и сделали. Сделали ребята все для того, чтобы подняться на пьедестал почета. Крутая синхронность. Да, стартовый каскад с тройного Сальхова, 2 акселей, параллельно, на хорошем ходу. И тренеры параллельно прыгают вместе с ребятами. Классная амплитудная подкрутка. Под стать подкрутки выброс флип. Параллельный тройной тулуп. Все шикарно. Ну, поддержки — это вообще коронный элемент Матвея Янченкова и Екатерины Чекмаревой, конечно же. Куда без партнерши в парном катании. И вот здесь единственная ошибка, которая была у ребят, выброс Ридбергер. Подстраховалась немножко второй ногой Катя, но это уже мелочи, когда такой крутой прокат на такой скорости, с такой подачей, с такими амплитудными элементами, то на такие ошибки даже судьи могут закрыть, чуть-чуть прикрыть глаза. До конца, конечно, не закроют, но тем не менее все мы люди и все мы под впечатлением. И признания в любви звучат. Да постоянно юбилейном. выкрикивают, да, так громко. Ладно, страшно, когда выкрикивают во время катания. У меня аж сердце перехватывает. Сейчас ребята отвлекутся на что-то. Но нет, только не сегодня. Только не сегодня. Всем привет. Настоящий шоумен вырос из Матвея, из такого застенчивого мальчика, когда мы только познакомились, когда они начинали еще в юниорах свой путь. И теперь прямо настоящий партнер, партнерище, надежный. И в произвольной программе они набирают на 14 баллов больше, чем Юлия Артемьева, Алексей Брюханов, которые лидировали до этого момента. И 15 с лишним баллов преимущества на данный момент у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. Но главное же преимущество не перед Юлией и Алексеем, а перед следующими парами. На лед приглашаются Елизавета Осокина, Артем Грицаенко. Третий после короткой программы. Елизавета Осокина и Артем Грицаенко. Одна из самых элегантных и вдохновленных пар России. А как гласит история их взаимоотношений, поначалу-то относились друг к другу с недоверием. Вот снять бы про это кино. Но нужен хороший финал. А рождается он в красивой борьбе. Как в «Мулен Руж», где нет места скучным персонажам.
streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Roxanne, you don't have to sell your body to the night. His eyes upon your face, his hand upon your hand, his lips caress your skin. It's more than I can stand. Does my Yo que te quiero tanto, ¿qué voy a hacer? Me dejaste en un fango. El alma se me fue el corazón. Ya no tengo ganas de vivir, porque no te puedo convencer que no te vendas, Lucha. Что говорить, прекрасная пара. Елизавета Осокина, Артем Грицаенко на пределе своих эмоциональных переживаний. В таком движении были на протяжении всего сезона, вперед двигались. Ну, как всего сезона, полсезона, конечно. Но главный-то старт здесь и сейчас. Это чемпионат России. Да, действительно, драма на наших глазах. Третье место после короткой программы. Но такой уж он скользкий, этот подиум после короткой программы, что соскользнуть с него вниз не так сложно. И, к сожалению, я думаю, что здесь уже все всем понятно. С такой произвольной программой, без прыжкового контента остались ребята. Сложно претендовать на подиум чемпионата России. Уж слишком наши пары сильны. Прежде всего, конечно, Егор Закроев, который с этой парой работает больше, чем с другими пермскими парами. Это его проект. В первую очередь, конечно, слова поддержки Егору. Ну, найдут, что сказать друг другу и Павел Слюсаренко, и Егор Закроев. Сразу же стартовый каскад, сальхов, падение. Уже добавлять не к чему двойные акселя. Надо добавлять к тулупу, но и здесь тоже. Победителем из этой схватки с тулупом Лиза не вышла. Но справилась с выбросами. Оба были сделаны, и Флип, и Ридбергер. Много интересных вот таких слайдов хореографических, проездок на коленях в этой программе.
целом по уровням-то хорошо все у ребят. То есть если там говорить об уровнях сложности, то и Додос 4-го, вращение 4-го, все 3 поддержки 4-го уровня, подкрутка 4-го уровня. То есть технически-то, в принципе, все неплохо с парными элементами. Но очень много теряют на этих падениях ребята. Куда не берутся эти падения? Именно конкретно у этой пары. Из истории фигурного катания, Василий, там, где лед, там всегда скользко, и никто от падений, к сожалению, не застрахован. Даже такие сильные в прошлом одиночницы, как Елизавета Осокина. Вопрос сейчас, конечно, в том, сколько баллов наберут спортсмены. И понятно, что не первые, но соперничество здесь на всех уровнях идет. И в произвольной программе они четвертые. Четвертые с оценкой за технику 59 баллов. Снова пресловутые Блинникова и Карпов здесь обходят их и за технику, в том числе и этих спортсменов. Ну и они четвертые. То есть после выступления следующих двух пар будут шестыми. Александра Байкова, Дмитрий Козловский, Санкт-Петербург. Из концентрированной классики проросла эта эпическая музыка для произвольной программы Александра Байкова и Дмитрия Козловского. Точно так же, как их сегодняшнее противостояние с Анастасией Мишиной и Александром Галямовым произросло из давних взаимоотношений, полных переживаний, столкновений, чисто спортивных и красивых побед, как с той, так и с другой стороны.
Мы увидели такой потрясающий выброс, которого я лично не видел, не знаю, никогда. Настолько он был высоким, пролетным, огромным. Это настоящий рекорд. Потрясающе. Да, действительно, как будто из одного элемента состояла эта программа. Все его ждали, все ждали только четверной выброс. И оправдали надежды своих болельщиков Александр Байков и Дмитрий Козловский. С этим элементом справились, об остальном поговорим чуть позже. Платежная система «Мир» традиционно поддерживает развитие российского спорта и является постоянным партнером Федерации фигурного катания на коньках России. Несмотря на ошибки, допущенные на прыжковых элементах, зал стоя приветствует Александру и Дмитрия, потому что это настоящее спортивное преодоление. Не сдаваться, идти до конца, рисковать и выходить победителем в этом рискованном элементе, как четверной выброс. Зал ждал. Но, конечно, с тулупа падать не нужно было. Ему было тяжело, я не мог. Тяжело, говорят, было по ощущениям. Ну, ощущалось? Нет, со стороны это. Мне ощущалось, что немножко так сдержанно ребята были. Ну, потому что такой холодный душ в виде падения сторонового тулупа после четверного выброса, этого никто не ждал. Потому что я думал, дальше, ну, прямо будет шедевр, а не прокат. Ну, там и каскад с ошибочкой, так что ошибочки-то были. Жду не дождусь. Вот как раз Сальхов ногой, слава богу, не коснулась свободной Саша. То есть это не так сильно наказывается. Это двукратная тройка. И с недокрученной, к сожалению, еще и немного. А вот это повторять и повторять со всех ракурсов. Потому что это история. Но на стадионе это выглядит... Это не контрольные прокаты, это чемпионат России. Вот он. Вот он, ультраси в парном катании. Сколько метров это пролетела спортсменка над льдом. Вот это, конечно... Ну, вышибает как-то из колеи, Не наверное, понимаю. Саша, нет. тулуп для нее, но это просто как в магазин сходить. Некоторым поход в магазин аукается, знаешь как? Да, все расстроились. Даже ребята, соперники и товарищи удивляются, как можно с выброса четверного стоять, да, а с сторонового тулупа упасть. И, конечно, выброс флип тоже здорово повлияет на восприятие этой программы, потому что не развалились к концу. То есть после такой неприятности, которая произошла на тулупе, ребята все-таки собрались и выброс флип шикарно выполнили. Молодцы. Но опять же, если возвращаться к уровням, то практически все элементы сделаны на максимальные четвертые левелы, так называемые. Начиная с подкрута и заканчивая программа вращением. классная, конечно. Опять же, вспоминаем Денкову и Ставицкого, которые ее построили, поставили, которые ребята так здорово в этом сезоне катают. Не знаю, что он сыграл. Нет, вернись. Производные программы Александра Байкова, Дмитрий Козловский набирают 146. 146 баллов. Это на балл больше, чем у Екатерины Чекмаревой и Матвея Янченкова. По технике 1 балл они проиграли, но Они, кстати, не показали табличку с уровнем. по компонентам 3 балла впереди именно Александра и Дмитрий. И одни из самых титулованных спортсменов России, Анастасия Мишина и Александр Галямов, катаются последними, как и пристало лидерам. Их соперники уже показали все, на что они способны сегодня. И действующим чемпионам нужно только поставить точку.
If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Marie. Well, I'm evil. So don't you mess around with me. I never looked for trouble, but I never ran. I don't take no orders, no kind of man. I'm only made out of flesh, blood, and bone. But if you're gonna start a rumble, don't you try that hard. So don't you mess around with me, yeah. Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. You ain't nothing but a hound dog, you cry all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. Well, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, they said you was high class. Well, that was just a lie. Yeah, you ain't never caught a rabbit and you ain't no friend of mine. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. You ain't nothing but a hound dog, crying all the time. Well, you ain't never caught a rabbit. You ain't no friend of mine. Что же эти пары сегодня С со нами мной делают? С нами, не только с тобой. Ну невозможно, но только я хотел закричать, что вернулись Мишина и Галямов, и все здорово. На самом деле вернулись. Честно сказать, вернулись, потому что очень уверенно было. И нелепая, опять же, ошибка от Насти. Ну, вообще никогда не ожидаешь, что на выбросах что-то будет. Но, к сожалению, да, и здесь нечистая произвольная. Но я думаю, что ребят все равно можно поздравить, потому что видим мы, что возвращаются они в большую игру и очень много и сильно поработали. Поменяли костюмы к своей произвольной программе. Кстати,
И, может быть, оставили вот этот вот плохой вайб в тех старых костюмах. Так тоже иногда фигуристы делают, суеверно. Да, такое происходит. Но все равно это было, конечно, катание высочайшего уровня. Здорово, и здорово, сложности, ребята, и по уровням, и по техники. выполнению элементов выше всяких похвал. Стартовый каскад, тройной сальхов, двойной аксель и двойной аксель. Посмотрите, как параллельно, как четко. Каждый прыжок сделан, выверен, докручен. Подкрутка уровень 4. Легко. Выброс Ридбергер. Параллельный тройной тулуп. Немножко поменяли заход на этот элемент. И сразу же он стал получаться лучше. Очень интересное положение в хореопоследовательности. И вот этот финальный, можно сказать, элемент, выброс. Даже сама удивилась Настя. Ахнула, как и ахнула Тамара Николаевна Москвина. Ну, судя по тем оценкам, которые выставлены за технику на данный момент, они выставляются поэтапно, потихоньку. Можно однозначно сказать, что этот выброс был ценой победной. Но вот вопрос расположения пар на пьедестале. Ой-ой-ой. В произвольной программе 3-е место. И по сумме 2 программ они проигрывают полбалла буквально Анастасии Байковой и Дмитрию Козловскому. Вновь интрига, вновь поменялись местами эти дуэты. Не зря страдали, не зря сражались. Не зря шли на рекорд. Не зря билась с этого четверного Саша. Она всем доказала, что не зря она его тренировала. Ведь отговаривали ее, отговаривали. Не стоит свеч эта игра. Оказывается, она стоит золота чемпионата России. Спортсмены, которые столько раз встречались вместе, то проигрывали одни другим, выигрывали друг у друга. И вот сейчас, в 2025-2026 году, такая драматичная развязка. И серебряные призеры поздравляют победителей. Сколько раз это происходило в обратной последовательности. Но я хочу турнир. очень сильно поздравить Станислава Морозова, который вернулся на тренерский мостик и так триумфально все турниры в этом сезоне просто выиграл. Вот, оказывается, в чем секрет побед Полосожары Тронькова. Это у нас за бортиком правильный человек стоял. Надежный, как Станислав Морозов. Огромный ему привет, моя любовь и уважение. Да, поздравляю всех. Сейчас будет интервью. Максим, спасибо тебе за эмоции, за все то, как мы прожили эти несколько дней на парном катании. И сейчас интервью с чемпионами. Но я думаю, что сейчас самое время узнать, через что вы прошли. Это по-настоящему, можно сказать, эмоциональные качели. Были и взлеты, был и четверной выброс, и тут же срыв каких-то, казалось бы, банальных, простых прыжков, вещей. Дальше оценки. Скорее всего, я думаю, что пробежала мысль о том, что упущен титул. И тут, здесь, вы сейчас, в этот момент осознаете, что вы стали чемпионами России. Эмоции. Говорить достаточно сложно, потому что очень много эмоций, и радость, и небольшая печаль от того, что все же случились ошибки здесь, на нашем любимом льду, перед нашей любимой публикой. Очень хотелось откатать чисто, но лед скользкий. Иногда это к счастью, иногда это к сожалению, но сегодня все сложилось для нас, слава богу, удачно. Вопрос победы решили соты. Это была очень сложная борьба.
Боролись Уже в третий мы раз сотые решают в третий для раз нас. сотые. Сложная борьба с очень сильными соперниками, которые до последнего боролись, до последнего показывали свой максимум. В итоге сегодня мы одержали верх. Для нас это очень важная победа. И для нас настоящий новогодний подарок сегодня случился вместе с вами. Спасибо. Друзья, лично от себя вас поздравляю с титулом чемпионов. Но, возможно, для кого-то это прозвучит некорректно, но я должна спросить, что вы почувствовали, когда увидели, что ваши соперники под самый конец программы совершили ошибку? Ну, мы поняли, что интрига накалилась, потому что Настя с Сашей очень хорошо ехали свою произвольную программу, прекрасно откатали короткую программу. Мы же допустили ошибки и понимали, что они сыграют большую роль, могут сыграть. И тут такая нелепая ошибка. Мне кажется, Настя просто в лужу приземлилась, у нее слетел конек. В любом случае, все молодцы, ребята огромные молодцы, все боролись и доборолись. Саша, Дима, самые громкие овации были сегодня после приземленного четверного Сайхова выброса. Вот ваши мысли вот конкретно сегодня. Я точно знаю, что каждый чемпионат России, да вообще каждый старт – это совершенно новая маленькая жизнь, и всегда все элементы ощущаются абсолютно по-разному, и каждый выезд тоже особенный. Сегодня четверной Сайхов выезд каким ощущался для вас? Ну, мысль, идея такая, что к своей мечте, к своей цели надо идти ледоколом. И только так возможно достигать больших побед. Мы сегодня выиграли этот чемпионат России ровно одним элементом. Ровно той настойчивостью, которую продемонстрировала Саша в своем стремлении исполнять четверной выброс. И сегодня он принес нам титул трехкратных чемпионов России. Вы знаете, я об этом задумался с самого первого турнира, когда вы пошли на четверной выброс. То есть вы думали о будущем, не о дне сегодняшнем, а вы закладывали тот самый фундамент, который сегодня позволил вам забрать заветный титул. Это действительно настоящий новогодний и сюрприз, и настоящий подарок. Сегодня ваше выступление – это большой урок для нас, для всех, для всего зала, для всех наших зрителей, что стремление к мечте и большая-большая работа над собой всегда приведет к победе. Мы И вас самое поздравляем. главное, надежда умирает последней. До последнего, друзья, верьте в чудеса и верьте в то, что вы все равно окажетесь на пьедестале. И не только, а на самом верху. Я считаю, это прекрасный новогодний подарок для нас всех. Друзья, мы вас поздравляем! Чемпионы России! Ну что ж, давайте еще раз, еще более бурными аплодисментами. Это не просто турнир, это чемпионат России по фигурному катанию. Ура! Ну что ж, действительно очень эмоциональный день. Мне казалось, что вчера, казалось бы, исчерпан лимит на наши с вами эмоции. Но, оказывается, есть куда расти. И сегодняшние произвольные программы у парников яркое тому подтверждение. Ну что ж, уникальный турнир продолжается. Впереди у нас произвольные программы среди девушек наших замечательных. И я очень хочу, я очень верю вместе с Женей, вместе со всеми зрителями, что как раз вот ту феерию чувств, ту палитру яркую, которую нам продемонстрировали вчера короткие программы девушек, вот сегодня это все сегодня повторится. Но мы поговорили с нашими победителями, но серебро взяли Анастасия Мишина и Александр Галямов, неоспоримые лидеры и, самые главные, соперники Саши с Димой. Интересно все-таки послушать их эмоции. Очень хорошо, чисто ехали. Прекрасная короткая программа. И, казалось бы, вот оно золото, но чуть-чуть не хватило. Случилась ошибка. Давайте послушаем, что думают они. Ребят, спасибо вам огромное за ваш профессионализм, за вашу борьбу. Очень сложно сейчас находить какие-то слова, жутко обидно. Вот только так могу сказать. Поэтому, Настя, пожалуйста, найдите какие-то слова вы, чтобы понять, как сложился этот прокат и почему досадно эта помарка была допущена. Сложился прокат хорошо, не хватило чуть-чуть предпоследнего элемента.
К сожалению, такое случается. Это очень обидно, но так вот получилось. В любом случае, это опыт, и, наверное, какой-то урок мы из каждого чемпионата России должны выносить, чему мы здесь научились, и в целом, какой итог можно подвести, несмотря на то, что, естественно, понятно, хотелось золота, и вы умеете все в этом виде спорта. Но вот какой вывод сделать? Мы очень много тренировали те элементы, которые у нас не получались на этапах, и они у нас получились на чемпионате России. Это очень здорово. Я очень горжусь нами, что мы это сделали. Вот. Не получился тот элемент, который всегда идет хорошо. Собственно, все. Я желаю вам с чистого листа, что называется, все начать, забыть. Еще раз говорю, вы все умеете, вы все можете, а ваши болельщики всегда будут рядом с вами. И вы, пожалуйста, будьте настоящей командой. Спасибо.